Я начал делать как ты, но ничего не понимаю. Это буквально главный вопрос после просмотра прошлого видео, потому что люди посмотрели, люди замотивировались, увидели, как я это делаю, решили попробовать так же и столкнулись с проблемами, с которыми я сталкивался буквально 9 месяцев назад. Поэтому в этом видео я хочу рассказать о своих первых 3 месяцах погружения, о том, с чего я начинал, с какими проблемами я сталкивался и самое главное, какие ошибки, которые допустил я, вы можете не допустить сейчас. Самое главное перед началом первого месяца я хотел бы рассказать про Анки. Анки — это то, что должно вас преследовать весь путь изучения японского языка. Анки — это программа для периодического повторения слов, то есть у вас на одной стороне японское слово, вы так переворачиваете, там перевод на английском, и голосом записанный пример этого слова в контексте, в каком-то контексте какого-то предложения на японском, к примеру, да. То есть в Анки есть деки, это списки слов, я использовал самый популярный, один из самых популярных, это список на 2000 самых популярных слов в японском языке. Это буквально то, что меня преследовало каждый день в течение там 20, может быть 30 минут, когда я ехал куда-то, когда у меня было время, я заходил там по 10, по 20 новых слов, я их выбирал. Самое главное, каким образом я добился такого быстрого результата в том, что я мог слушать, я не учил канзи. Первые вот 3 месяца я вообще не учился читать. То есть я первые 3 месяца я буквально не учил никак канзи, да? Я просто слушал с утра до ночи контент на японском и делал анки. Так, и говоря о первом месяце, это было, я думаю, вы вчера, может быть позавчера, кто искал контент на японском, вы с этим столкнулись, да, это какие-то подкасты для начинающих, потому что я не понимал, как мне найти, как мне ничего не зная, найти контент на японском ютубе, как мне смотреть японских ютуберов. Я только узнал там про то, что как надо учить японский язык, и мне тут кто-то, я, да, говорит, что надо смотреть японских ютуберов. А как? И я не знал, поэтому я вбил японские подкасты для начинающих на английском языке, там подкасты по GLPT, да, левелу. И в течение, наверное, первого месяца я просто слушал совершенно все подкасты, которые есть, но при этом для меня было важным аспектом это то, чтобы японец обязательно контактировал в этот момент с каким-то другим человеком, с каким-то другим японцем. Нам необходимо как можно быстрее перестать потреблять адаптированный контент, созданный японцами для иностранцев, и начать потреблять контент, созданный японцами для японцев. Да, это 100% адаптированный для иностранцев контент, но при этом это все еще контакт двух людей, которые действительно коммуницируют. Высока вероятность, что какие-то слова, какие-то паттерны, которые они произносят, эти паттерны также и произносятся в реальной жизни. С реальными японцами, с настоящими людьми. И в этот же момент, опять же повторюсь, я делал ежедневно анки. И была очень высока вероятность, что слова, которые я сделал утром, да, то есть слово, которое я сделал утром, к примеру, утром проснулся, я сделал слово, у меня слово ватаси вышло, да. Я слово ватаси узнал, что ватаси это я, да. Я слушаю, у меня хоба, слово ватаси выскочило, я такой, я это слово только утром сделал, и оно вышло. То есть это 2000 самых популярных японских слов. Вероятность того, что эти слова произнесут в контексте видео, она очень высока. На второй месяц я решил, что, меня это достало, да, то есть я понимал, что я потребляю какой-то непонятный контент, и мне надо срочно перейти на другую ступень, да. Я пошел в переводчик, я вбил знаете, я даже и не вспомню уже, я вбил какие-то запросы по рекомендациям, я нашел 2 самых популярных людей на тот момент, которых я нашел, да, это Хикакин и Хаджиме Сятё. Хаджиме Сятё — это ютубер, который снимает в основном для детей, он снимает уже 10 лет, а Хикакин — это буквально самый популярный ютубер в Японии, которого знают все, у которого контент для всех это очень важно, потому что он говорит простым языком, раз его понимают даже дети, значит он говорит таким простым языком, раз его смотрят дети, значит он достаточно эмоциональный, он много кривляется, он много бегает, прыгает, он много выдавливает из себя эмоций, то, что нам нужно, да, то есть нам нужно, чтобы был максимальный comprehensible input, да, чтобы для нас максимально это был понятный для нас погружение. Это не те подкасты, где просто сидят 2 японца и разговаривают друг с другом. Действия не происходит, вы не понимаете, они произносят слова, вы их значения не понимаете. Это видео, где реально человек прыгает по каким-то, к примеру, он может пойти в заброшку, там привидения искать. У Хаджиме Сятё много таких видео, где он ходит по каким-то заброшкам, что-то там атмосферу наигрывает, какие-то слова произносит, там привидения ищет, пугается. И это именно те эмоции, которые вам нужны были на начальном этапе, это те эмоции,
которые были нужны мне на начальном этапе. Так что начиная со 2-го месяца я начал потреблять контент только с Хаджиме Сячо. Я нажал смотреть его самые старые и популярные видео и самые старые видео Хикакина. Я хотел потихоньку от старых видео прийти к новым видео, чтобы я понимал, кто они сейчас, чтобы у меня появилась, это очень важно, чтобы у меня появилась к ним привязанность, появились некие парасоциальные отношения, чтобы я знал, кто они, чтобы у меня был интерес к ним как личностям, которых я типа давно знаю. Соответственно, я хотел у себя искусственно выработать привычку смотреть их как ютуберов, которых я знаю очень давно. То есть я хотел неким способом заспидранить парасоциальные отношения, чтобы заставить свой организм чувствовать их друзьями, чтобы я просто тянулся к их контенту, потому что он легкий для понимания, потому что я чувствовал, что этот контент подобного сорта контент, не именно они, подобного сорта контент, это ключ к тому, чтобы как можно быстрее пройти вот эту вот планку, когда я не могу все еще смотреть видео, где люди просто ходят и произносят какие-то слова, потому что я не знаю значения этих слов. Начиная с 3-го месяца произошло некое, наверное, чудо, да, мои рекомендации на ютубе трансформи. Это очень важно. Я часто вижу у каких-то ютуберов, к примеру, у Димана, да, было видео о том, каких ютуберов стоит смотреть. У Лива Киви было видео о том, это блогеры, которые так или иначе быстро выучили японский язык, тоже погружением, да. У них было у обоих видео, каких ютуберов стоит смотреть, каких они смотрят, и в этом видео не было самого главного. Они не объяснили, что рекомендации подкидывают эти видео. То есть у меня это были Хаджиме Сячо и Хикакин на конец 2-го месяца. На 3-й месяц, ближе к 3-му месяцу, у меня рекомендации просто заполнились таким же контентом, односортным контентом, где Хаджиме Сячо с кем-то сделал коллаборацию, где Хаджиме Сячо сделал коллаборацию с Хикакином, таких видео огромное количество. И это дополнительно расширяет для вас пул контента, который создан японцами, для японцев, который легкий к восприятию, которого огромное количество. Это самое важное, чтобы вы слушали людей одних и тех же. Вы поначалу и не должны допускать того, что сможете сразу понимать с нуля разных людей. Нет. Я поначалу, да, я был настроен, то, что вот у меня есть 2-3 человека, которых я буду на постоянной основе смотреть, благодаря эмоциям которых я смогу запомнить какие-то слова, и уже отталкиваясь от этой базы, я смогу перейти к другим ютуберам. Я смогу начать смотреть других ютуберов, и наконец 3-го месяца произошло примерно это. Я уже понимал, что мое понимание слов, я тогда уже почти закончил 2K deck, да, то есть я почти выучил 2000 слов японского языка. Выучил не их написание, я их все еще не мог читать, я выучил то, как они звучат. То есть если бы я слышал их в контексте, я 100% мог бы понять, либо хотя бы как-то вспомнить, догадаться. Плюс к 3-му месяцу у меня уже набралась база слов в голове. Понимаете, когда вы потребляете контент, когда вы делаете погружение, оно имеет накопительный эффект. Именно благодаря накопительному эффекту, а впоследствии этот накопительный эффект перерабатывается в вашей голове, это просто какая-то база слов, которая у вас в голове есть, это база слов из-за определенного контекста, и ваш мозг неосознанно начинает пытаться. Вам же интересно, что Хикакин сделал в этом челлендже, когда делал это действие. Он сказал какое-то слово в этом видео, в этом контексте. Он сказал это же слово, к примеру, он говорит «Хай конничива, хаджиме сячо дес». И вы такие, наверное, «Хай конничива, хаджиме сячо дес» это он самопредставляется, да? Или когда он в конце видео говорит «Нани-нани-нани, чаннелу торуку онгайшимасу», да, «Чаннелу торуку онгайшимасу», вы такие, «Чаннелу торуку онгайшимасу», скорее всего, да, это побуждение, типа, подписаться нас. Таким образом прошли мои первые 3 месяца изучения японского языка. Думаю, в этом видео я ответил на главный вопрос, каким образом начать понимать, что именно нужно делать. Но если помимо теоретической части, которую я здесь объяснил, у вас есть вопросы по практической части, о том, как это в жизни выглядит, то можете перейти на мой канал, там вкладка «Прямые трансляции», я начал стримить, да, показывая, как именно нужно погружаться, то есть там 6-10 часовые трансляции, о том, где я просто сижу и погружаюсь. Вы можете посмотреть и уже понять, как это выглядит на практике. Если после просмотра этого видео у вас появились вопросы, каким образом мне настроить анки, каким образом мне майнить слова из видео, которые я смотрю, как настроить программное обеспечение на компьютере, как настроить его на телефоне, как я начал майнить слова, как я начал добывать слова из видео, добавляя в свой анки дек. И да, это все.